Вселенная бесконечна. Она бесконечно длинна, бесконечно широка, бесконечно глубока. Это не укладывается в голове, но тем не менее это так. Во всяком случае, мы не можем увидеть ее пределов. То, что мы видим, это не предел Вселенной, а лишь предел наших возможностей видеть. И вся эта бесконечность раскинулась внутри трехмерного пространства. Тем не менее, физики почему-то добавляют к трехмерному пространству еще одно измерение – время. В классической физике время нарочито отделено от остальных измерений. И кажется, что это вполне понятно, ведь время не является пространственным измерением. Это лишь форма протекания процессов. Это мерило изменений, а не расстояний. И оно долгое время считалось однородным, неизменным. Что-то не срастается в этой формулировке. Все время гложет какой-то червячок сомнений. И человечество постоянно выплескивает этот червячок в виде научной фантастики, всякого рода машин времени и временных парадоксов. Если бы время было лишь формой протекания процессов, то сама идея путешествий во времени была бы абсурдна. Разве можно путешествовать в форме протекания процессов? Ученые, однако, утверждают, что чисто теоретически такие путешествия возможны. Во всяком случае, эффекты замедления времени они нашли и вроде бы даже доказали. Мало того, активно их используют. Значит, время – это не совсем процесс. Или все-таки процесс? Если обратиться к физикам, то они, конечно, объяснят. Но есть одна проблема. Современная физика не блещет красноречием. Ее объяснения и аналогии, особенно современные, страдают, мягко говоря, косноязычием, корявостью и неоднозначностью. Мало того, в физике начали появляться, как из рога изобилия, все новые и новые измерения. 4, 5, 8. В некоторых квантовых теориях существует от 11 до 26 измерений. Как разобраться в этих измерениях? Какие измерения существуют в реальности, а какие выдуманы больным воображением? Есть ли среди всех этих измерений какое-то главное, или они все равнозначны? Какое измерение будет последним, а какое измерение является главным, первым? И что в конце концов такое время? Вы на канале «Эпоха недоверия» с Михаилом Калмыковым. И сейчас мы с вами попытаемся разобраться в одном из фундаментальных вопросов человечества. Что такое время? Ну или как минимум прольем на этот вопрос больше света и посмотрим на него с новой точки зрения. Человечество задумывается над вопросом, что такое время, ровно столько времени, сколько существует. Это один из самых глобальных вопросов, терзающих умы каждого человека наравне со смыслом жизни и существованием души. И даже если вы считаете, что вас этот вопрос не касается, просто вспомните, сколько раз за свою жизнь вы жалели о каком-то своем поступке. О том, что могли бы сделать и не сделали, или наоборот, что сделали, но остановились бы, если бы у вас была возможность повторить пройденный путь. Сколько раз вы обдумывали произошедшие с вами события и представляли, как надо было поступить. Но, к сожалению, это невозможно. Именно потому, что время неумолимо движется вперед, и никакая сила во всей Вселенной не может повернуть его вспять, не может его ни остановить, ни даже замедлить. Сколько раз вы считали, что это несправедливо? Сколько людей мечтали создать машину времени, которая могла бы помочь вернуться в прошлое и исправить ошибки? Неважно. Время безжалостно движется вперед, но подсознательно все мы чувствуем, что это нечто большее, что это имеет какое-то непосредственное отношение ко всей Вселенной. Кажется, вот-вот, и ты поймешь, что это такое. Но в последний момент понимание ускользает. Каждый раз. Но давайте обо всем по порядку. Вот что говорит о времени
Википедия. Время – форма протекания физических и психических процессов. Условия возможности изменения. Одно из основных понятий философии и физики – мерило длительности существования всех объектов. Характеристика последовательной смены их состояний в процессах и самих процессов, изменения и развития, а также одна из координат единого пространства-времени, представления о котором развиваются в теории относительности. В философии это необратимое течение, протекающее лишь в одном направлении – из прошлого через настоящее в будущее. С самого начала истории невозможно было не заметить изменения состояния окружающего мира. Изменения бывают разные. Например, вода в реках течет, облака движутся по небу, листья колышутся под дуновением ветра. Птицы летают, огонь горит или тухнет, деревья растут, люди рождаются, вырастают и умирают и так далее. Это все изменение состояния природы с течением времени. Но они хотя и движутся по определенным прогнозируемым закономерностям, но вряд ли заставят людей задуматься о времени вот сразу же. А вот циклические изменения – совсем другое дело. Такие как смена дня и ночи, появление солнца на небе, появление луны, звезд, смена времен года в конце концов. Эти изменения заметны сразу. И как только человек впервые понял, что это происходит с определенным интервалом времени, а это произошло, скорее всего, прям сразу же, то вот с этого момента люди и задумались над тем, чтобы как-то отмерять эти интервалы. Мы учились отмерять время все точнее и точнее, с точностью до часов, потом до минут, секунд, сотых долей секунд. Сейчас время можно измерить с точностью до 1,9 миллиардной доли секунды. Такая точность достигается в атомных часах, где измеряется количество колебаний атома цезия-133. За 1 секунду этот атом совершает 9 миллиардов 192 миллиона 631 тысячу 770 колебаний. Сложно даже представить эту цифру. Цифра с 9 нулями. Всего за 1 секунду что-то в природе может колебаться 9 умножить на 10 в 9 степени раз. Может даже показаться, что на такой частоте, на этой сумасшедшей скорости работает само вселенское время. Но, как ни странно, это не самый быстро колеблющийся атом. Радиоактивные материалы вроде урана, плутона колеблются неизмеримо быстрее. Например, частота колебаний атома урана измеряется уже цифрой с 21 нулем в секунду. Это уже секстиллионы раз в секунду. По сравнению с ними атом цезия в атомных часах просто улитка рядом с гиперзвуковой ракетой. Как бы то ни было, измерение времени является одним из важнейших процессов в современном мире. Без этого мы не смогли бы сделать буквально ничего. Не только назначать встречи, но и готовить еду, заниматься земледелием и скотоводством, передвигаться, производить материалы, технику. Даже адекватной карты Земли у нас бы не было. Поэтому время стоит особняком среди других единиц измерений. С одной стороны, оно к пространству вроде бы не относится. Поэтому полноценным пространственным измерением, вроде метров, километров, миллиметров, считать его нельзя. Но и методом измерения вещества, вроде килограмма, литра, моля, или энергии, вроде ватта или ампера, тоже считать нельзя. И все же оно, время, присутствует и в тех и других системах измерения. Например, километр в секунду или килограмм, ватт, ампер в секунду. Все что угодно в секунду. Сейчас мы с вами говорим только о пространстве, поэтому остальные величины пока забудем. Как же получилось, что время стало присутствовать в качестве отдельного, обособленного пространственного измерения? А началось все еще в Древней Греции. Примерно 2500 лет назад в греческой колонии Элея в Италии на берегу Тиренского моря жил философ Зенон. Что он писал и говорил, мы точно не знаем.
поскольку его творения в оригинале до нас не дошли. Однако есть изложение его работ и упоминание о нем у Аристотеля, Платона, Диогена. В частности, уже упоминаемая мной его апория «Стрела». Суть этой апории заключается в том, что летящая стрела неподвижна, так как в каждый момент времени она занимает равное себе положение, то есть покоится, поскольку покоится в каждый отдельный момент времени. А значит, она покоится все моменты времени, то есть не существует момента времени, в котором стрела совершает действие. Аристотель вовремя заметил, что Данное утверждение логично только в том случае, если время состоит из отдельных моментов. Аристотель не признавал этого. Он был уверен, что время неразрывно, а потому у него нет никаких отдельных точек, моментов. Однако идея разделить время на отдельные точки, моменты, постоянно завладевала умами, поскольку позволяла не только его отмерять, но и проводить синтезированные вычисления, в которых время является одной из величин, используемых в физических формулах и расчетах. Поэтому, несмотря на всю свою абсурдность, идея жива до сих пор. Следующим человеком, сделавшим большой шаг к кажущемуся пониманию времени, был Исаак Ньютон. Не особо утруждаясь философскими размышлениями, он принял постулат апории «Стрела» и в 1687 году опубликовал книгу «Математические начала натуральной философии», в которой впервые опубликовал свои знаменитые 3 закона. И самым первым законом, можно сказать, главным, из которого вытекают все остальные, являлся закон инерции. Он гласил, что существуют такие системы отсчета, называемые инерциальными, относительно которых материальные точки, когда на них не действуют никакие силы или действуют силы взаимно уравновешенные, находятся в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения. Так появилась инерциальная система отсчета, которой мы также пользуемся до сих пор. Может показаться, что в ней нет ничего общего с апорией «Стрела», но это не так. На самом деле на любое тело всегда действуют какие-то силы, абсолютно всегда. Будь то мощнейшие электрические силы или почти незаметное гравитационное влияние далекой-далекой галактики, но они всегда есть. А потому любой расчет надо делить на такие инерциальные кусочки, моменты времени, когда силы еще или уже не действуют. Кроме того, Ньютон заложил базу, то есть придумал дифференциальное исчисление. Если быть более точным, его придумал на самом деле Лейбниц, а Ньютон просто присвоил себе право первенства в этом открытии с помощью подлога и при непосредственном участии Генри Ольденбурга, секретаря Лондонского королевского общества. Но мы уже не раз говорили об этом в прошлых фильмах. Далее математика и физика развивались 150 лет, пока в XIX веке не произошел очередной рывок. После впечатляющего триумфа опыта Юнга все физики бросились на поиски физического подтверждения существования эфира. Но не выбрасывать же наработки Ньютона. Это база, на которой стоит физика, а потому надо было каким-то образом исхитриться и свести ньютоновские инерциальные системы отсчета в соответствии с реальностью. Ведь инерциальных систем, по сути, в реальности не существует. Это некое эфемерное состояние Вселенной, какой-то виртуальный миг, когда никакие силы не оказывают влияния, не действуют. Но зато эти микроскопические кусочки, инерциальные системы, можно удобно складывать, вычитать и вообще всячески просчитывать. В этом сильно помог Хенрик Лоренц, придумав свои преобразования. И это уже было кое-что. Но мы же сейчас говорим о пространстве. А пространство – это такая штука, которая может искривляться. И тогда обычная геометрия не работает. Сейчас объясню, что я имею в виду. Вот смотрите.
Как мы с вами знаем, у любого треугольника сумма всех углов равна 180 градусам. Если один угол у него равен 90 градусов, то сумма двух остальных тоже 90. Например, 60 и 30, или 45 и 45. И все это потому, что сумма углов никак не может превысить 180 градусов. И принизить не может. Всегда ровно 180. Однако это работает только на плоской поверхности, а во Вселенной плоских поверхностей не так уж и много, если не сказать, что вообще нет. Если, к примеру, вы находитесь на шаре, планете, то тут ситуация радикальным образом изменится. Если вы зададите угол в 90 градусов, продвинетесь вперед по поверхности шара, затем повернете еще раз на 90 градусов, снова продвинетесь и снова повернете на 90 градусов, то ваш путь тоже образует треугольник, но сумма углов будет уже 270 градусов. Как так-то? А весь фокус в том, что пока вы двигались, пространство искривлялось по форме шара, и вместе с ним искривлялась и геометрия этого пространства. На небольших дистанциях это изменение практически незаметно, но если вы совершаете далекие передвижения по планете, этот нюанс начинает играть решающую роль в определении маршрута и вашего положения. Примерно так появилась неевклидова геометрия. А для вычисления вашего местоположения на таком искривленном пространстве немецкий физик, математик и астроном XIX века Карл Фридрих Гаусс в 1827 году придумал параметрическую поверхность, в которой обычные классические декартовые координаты x, y и z зависели еще от двух дополнительных параметров u и v, которые показывали искривление параметрической поверхности. Сейчас такое вычисление называется векторным. Этот способ позволяет показать положение объекта в пространстве, вектор, то есть направление его движения, даже размеры движущегося объекта. Кроме того, векторы можно особым образом умножать друг на друга. Также можно объединить вектора в так называемые тензоры, которые уже образуют матрицу, некую таблицу из значений. В них задаются не конкретные параметры, а индексы чисел. Количество индексов соответствует рангу тензора, а размеры строк и столбцов – числу измерений пространства. Соответственно, для двухмерного пространства матрица тензор будет состоять из 2 на 2 строк и столбцов, а для трехмерного – из 3 столбцов и 3 строчек. И это тоже достижение Карла Гаусса. Кстати, интересный нюанс. Некоторые приписывают право первенства в основании неевклидовой геометрии ему, Гауссу, а не Лобачевскому. Любопытно это тем, что на самом деле сложно определить, кто был первым на самом деле. Тут все в точности, как в случае с Ньютоном. Вот посмотрите, по устным заверениям Гаусса он открыл ее, неевклидову геометрию, аж в 1813 году. Другой немецкий профессор, причем почему-то профессор юриспруденции, Фердинанд Швейкарт, заявил, что открыл ее в 1818 году. Но оба они заявили это устно, и нам предлагается поверить им на слово. Работа Гаусса «Общие исследования кривых поверхностей», в которой он уже точно опубликовал свои открытия, вышла в 1827 году. Однако другой ученый-математик, русский, Николай Николаевич Лобачевский, подготовил к публикации свой оригинальный учебник геометрии, в котором выдвигались идеи о неевклидовом пространстве в 1826 году. Но учебник Лобачевского отказались публиковать за слишком смелые идеи, а через год свою геометрию выпустил Гаусс. То есть, если судить по устным заверениям, Гаусс был первым, Швейкарт вторым, Лобачевский третьим. Если же судить по документам, то Лобачевский все же опередил всех, поскольку хотя бы в черновиках на бумаге его учебник появился еще в 1826 году. И уже тогда был подготовлен к публикации. Но его грубо остановили.
Следующий шаг в расширении понимания пространства сделал непосредственный ученик Гаусса – Георг Фридрих Бернхард Риман. Любопытно, что родился он как раз в тот год, когда Лобачевский не смог опубликовать свой учебник. Так вот, вернемся к тензорам и Риману. У тензорного метода был один недочет. Кривизна пространства там величина постоянная, неизменная. То есть они годятся, если вы рассчитываете что-то с постоянной кривизной. Например, шар. У него поверхность искривлена, но все время искривлена одинаково. Но что если пространство, в котором мы хотим найти положение объекта, искривлено по-разному, неравномерно? Где-то ямки, где-то горы, где-то море или озеро, а где-то космический монстр размером с Луну. Тогда Риман предложил усовершенствовать тензоры до предела, где каждое значение таблицы было собственным независимым тензором. Получается, что теперь рассчитывать нужно не одну таблицу, а уже таблицу из таблиц. Хороший способ, что и говорить. Однако худо-бедно он решал задачу перемещения объекта по абсолютно произвольно искривленной поверхности. Окончательно систематизировали понятие тензора спустя еще пару десятилетий итальянцы Григорио Риччи Курбастро и Тулио Левичи Витта. Они причесали римановские тензоры, убрали оттуда лишний хлам, на самом деле просто поиграв с понятиями, присвоив дополнительным тензорам внутри тензора простое числовое значение. И тензор Риччи снова стал выглядеть как обычная простая матрица. И вот эта цепочка из ученых и открытий плавно подходит к концу 19-го, началу 20 века. В 1908 году 43-летний математик и физик Герман Минковский ввел, наконец, в расчеты еще одно дополнительное измерение, вдобавок к 3 уже известным. Это время. И вот с этого момента нам и становится знакомо такое понятие, как пространство-время. Добавить его было жизненно необходимо, поскольку к тому моменту стало окончательно ясно, что все объекты движутся не только в трехмерном пространстве, но и во времени. И вот уже это послужило мощнейшим рывком для дальнейшего развития теории относительности Эйнштейна, о чем сам Эйнштейн не раз говорил. Само собой, на этом моменте тоже существует почва для нехороших подозрений, ну и теории заговора. Судите сами. Во-первых, как мы с вами знаем, теория относительности лишь приписывается Эйнштейну. На самом деле, ее автором был Анри Пуанкаре, сформулировавший ее за 5 лет до Эйнштейна. Во всяком случае, факты говорят об этом. Подробнее в первой части фильма «В чем смысл жизни?». Во-вторых, Пуанкаре также сформулировал понятие пространство-время на 3 года раньше Минковского, в 1905 году. Он математически формализовал пространство-время, введя четырехмерное пространство и показав, что преобразование Лоренца – это вращение в этом самом пространстве. А сам Минковский, после того, как Эйнштейн демонстративно признал его авторство над термином пространство-время, внезапно и скоропостижно умер через полгода от аппендицита в возрасте 44 лет. В-третьих, письмо от Пуанкаре, в котором якобы сам Анри поздравляет Эйнштейна, носит явные следы подделки. Точнее, хранящийся экземпляр просто напечатан на печатной машинке. Не имеет подписи самого Пуанкаре, а в аннотации к нему прямо сказано, что это копия. И через полгода после этого якобы письма Пуанкаре опять-таки внезапно и скоропостижно умер в возрасте 58 лет. Может сложиться ощущение, что я нагнетаю обстановку и хочу представить все так, будто бы Эйнштейна продвигали некие могущественные силы. Хотя на самом деле просто притягиваю никак не связанные друг с другом случайные факты. Что ж, давайте тогда посмотрим еще кое на что. У нас выстроилась череда из нескольких поколений ученых, физиков, математиков, которые последовательно продвигали понимание пространства.
Давайте кратенько посмотрим на их ключевые моменты в жизни. Карл Гаусс, профессор в Геттингенском университете, считается автором неевклидовой геометрии, отменяя первенство Лобачевского. Георг Риман, профессор Геттингенского университета, ученик Гаусса. Герман Минковский, тоже профессор Геттингенского университета, считается автором понятия пространство-время, отменяя первенство Пуанкаре. Альберт Эйнштейн, тоже профессор Геттингенского университета, считается автором теории относительности, отменяя первенство Пуанкаре. То есть буквально все ключевые ученые, работавшие над понятием пространства, временем и эфиром, кстати, тоже, работали в одном единственном университете. А если вы смотрели мои прошлые фильмы, в частности первую часть фильма «В чем смысл жизни», то помните, что именно туда же, в этот же университет, внезапно свернул и Томас Юнг во время своего юношеского побега из дома. Именно там он проучился несколько лет, и лишь после этого на него свалилось буквально все: ученая степень, неожиданное богатство, почет, уважение, элитная недвижимость и слуги. В письмах своей матери он объяснял свой поступок тем, что в тот момент в Геттингене была самая большая в Европе библиотека. А это 1795 год, на секундочку. Что было в той библиотеке? Какие фолианты, какие манускрипты, какие тайные знания там сохранялись. Кстати, Томас Юнг вполне мог там встречаться и с Карлом Гауссом, который как раз в тот самый момент там и преподавал. Еще один интересный нюанс про Карла Гаусса. Сразу после его смерти, буквально на следующий день, его мозг был извлечен из тела и помещен в колбу, где и хранится уже более 150 лет. И это не единичный случай. Мозги профессоров в этом институте зачем-то извлекались сразу после смерти. А недавно выяснилось, что его извлекали, видимо, в такой спешке, что перепутали с мозгом другого ученого этого же института, Конрадом Хайнрихом Фуксом, который умер за 3 месяца до Гаусса. В итоге почти 150 лет мозг Фукса хранился в колбе с именем Гаусс, а мозг Гаусса хранился в колбе с подписью «Фукс». Куда делся мозг Римана и Минковского, история умалчивает, но Эйнштейн точно не хотел себе такой судьбы и что-то подозревал, завещав, чтобы его обязательно кремировали. Тем не менее, его мозг Эйнштейна был выкраден доктором, производившим вскрытие. Итак, не слишком ли много загадочных совпадений для одного института? И почему этот институт в обязательном порядке извлекал мозги своих профессоров? А то, что это была массовая практика, об этом говорит путаница, произошедшая с мозгами Гаусса и Фукса. Ведь они умерли не в один день. Между смертями прошло около 3 месяцев, а мозг Гаусса изъяли уже на следующий день после смерти. Мозг Фукса к этому времени должен был уже несколько месяцев лежать в колбе. Значит, мозг вынимали зачем-то, а затем перепутали. Как можно перепутать всего 2 мозга? Уверен, что это говорит о том, что этих колб с мозгами там было очень большое количество. И они регулярно извлекались для каких-то процедур, причем массово. И вот именно в этом институте работали ключевые персонажи, приложившие свою руку и умы к пониманию пространства. Именно им было присвоено первенство в определении термина «пространство-время». Именно так, именно в такой формулировке, отделяя время от привычных 3 измерений в некое отдельное. Но при этом понимая, что без времени пространство не измерить. И это очень важный, архиважный нюанс, который кажется незначительным, поскольку, вот же время, мы его принимаем в расчет. Какие проблемы-то? А проблемы этот нюанс порождает наисерьезнейшие, потому что уводит мысль куда-то в абсолютно противоположную сторону. Сейчас объясню. Все вы слышали с самого детства про замедление времени,
про путешествия во времени, про парадокс близнецов и в последнее время говорят даже про разные временные измерения. То есть время как бы не одно, а их много и они разные. Этот же нюанс порождает и гипотезы, и теории о параллельных вселенных. В общем, много чего порождает, начиная с той самой «Апории стрела» греческого философа Зенона. Как все это появилось? Начнем по порядку. Считается, что первым человеком, который выдвинул идею перемещений во времени, был Герберт Уэллс. Это британский писатель-фантаст, написавший множество произведений, бывших и тогда, и сейчас эпохальными вехами в истории фантастики, породившими целые жанры фантастики. Многие его идеи пустили глубокие корни в умах будущих ученых и, можно сказать, сыграли огромную роль в направлении нашей цивилизации. Его книги были неоднократно экранизированы и будоражат умы людей до сих пор. Самое известное произведение – это, пожалуй, «Война миров», когда на Землю высаживается боевой десант марсиан. Можно сказать, что этот роман послужил началом к целому жанру фантастики, где рассматриваются различные варианты «Звездных войн». Еще один его роман – это «Человек-невидимка». Думаю, его тоже знают практически все, но при этом не всегда знаю, кто автор. А вот некоторые романы, идеи которых вам покажутся очень знакомыми, но их особо не афишируют и не стремятся экранизировать. Например, роман «В дни кометы». На протяжении всего произведения в нем разыгрывается довольно скучная бытовая любовная драма, но фоном на ней выступает приближающаяся к Земле комета. И в какой-то момент Земля чуть-чуть не столкнулась, разминулась с этой кометой, но при этом погрузилась в ее хвост, пройдя через который на Земле изменился состав атмосферы. Люди потеряли память, одновременно при этом чувствуя странную эйфорию. Знакомый сюжет, правда? Во всяком случае, на этом канале мы не раз поднимали вопрос о том, как можно было не заметить столкновение Земли с огромным астероидом. И я описывал, что столкновения как такового и не должно было быть. Космическое тело было разорвано приливными силами при прохождении через предел Роша, и на Землю вывалились его остатки – пыль, глина, песок, газы. А изменение состава атмосферы после всего этого и некий наркотический эффект объясняет потерю памяти человечества об этом событии. Фантастика? Да. Но как удачно и как правдиво. И к тому же, что вообще могло заставить Герберта Уэллса писать об этом? Другая его книга называется «Остров доктора Мора». В ней рассказывается об экспериментах по скрещиванию людей и животных, в результате которых появились люди-химеры с головами собак, быков, лошадей. Тоже знакомый сюжет, правда? Вспоминаем химер из египетской мифологии – Анубиса, Гора, Сета, Сехмет и многих других египетских богов. Минотавра и кентавров, в конце концов. Об этом мы с вами тоже уже не раз говорили на моем канале. Но самая первая его книга, написанная в 1895 году, называлась «Машина времени». Подчеркну, это была самая первая его книга. Получается, что в 1895 году благодаря Герберту Уэллсу и появилась мысль о времени как о пространстве, внутри которого можно передвигаться. Ведь, казалось бы, он предсказал время как одно из измерений пространства на 10 лет раньше Пуанкаре и на 13 лет раньше Минковского. Но нет. Первым был уже упоминаемый мною в других фильмах физик Хенрик Лоренц. Напомню, для тех, кто не смотрел мои прошлые фильмы. Хенрик Лоренц работал над пониманием светоносного эфира и связанным с этим эффектами. В частности, распространением света в эфире. Он очень хотел найти эфир и доказать, что он существует. Первым делом он связал ньютоновские инерциальные системы отсчета с помощью разработанного им механизма преобразований. Они так до сих пор и называются – преобразования Лоренца.
Но в 1887 году американские физики Майкельсон и Морли провели свой знаменитый эксперимент по фиксированию эфира. И ничего не нашли. Суть эксперимента заключалась в том, что если эфир движется сквозь нас, то два луча, пущенные одновременно в перпендикулярных направлениях, вернутся с некоторой разницей. Тот луч, что будет двигаться в том же направлении, что эфир, вернется раньше, чем тот, кто будет двигаться против эфира, либо в перпендикулярном направлении. На всякий случай установку еще и вращали вокруг своей оси, чтобы зафиксировать направления, в которых разница будет наибольшей. Но как ни старались, ничего не вышло. Лучи возвращались четко в одно и то же время. Из чего был сделан вывод, что либо эфира нет, либо мы что-то не понимаем. Примерно в это же время Герберт Уэллс проходил обучение в Королевском колледже наук и вполне мог интересоваться наукой Америки, а следовательно слышать об эксперименте Майкельсона и Морли. Тем временем Хенрик Лоренц не сдавался. Поскольку он был уверен в том, что эфир есть, он сделал предположение, что на скорости света объекты сокращают свой размер, свою длину пропорционально скорости. То же касается и самого света, поэтому мы не видим разницы в двух лучах. Они как бы синхронизируются точно так, чтобы мы ничего не заметили. Это явление было названо лоренцовским сокращением длины или сокращением Лоренца Фицджеральда. И вот этот момент был ключевым, эпохальным, я бы сказал. Не знаю, знал ли Герберт Уэллс об этих экспериментах или нет, но именно с этого вывода и начались дьявольские махинации со временем. Почему дьявольские? Ну а вы сами посмотрите. Лоренц был уверен, что эфир существует, и попросту подогнал решение под доказательство отсутствия эфира в эксперименте Майкельсона и Морли. Попросту придумал отговорку уровня детского сада. Да, она была близка к истине, но никем, ничем и никогда не доказана. Это лишь предположение, которое математически возможно, но при этом не объясняет взаимодействие эфира и пространства. Еще раз подчеркиваю, это умозрительное заключение, костыль в теории, которое, тем не менее, было принято и Минковским, и Пуанкаре, а затем и Эйнштейном. И Эйнштейн с радостью воспользовался им в своей теории относительности, вычеркнув при этом из нее сам эфир. И полюбуйтесь теперь этой дьявольщиной. Сначала придумать объяснение, почему мы не видим эфир, хотя он точно есть, а затем использовать эту формулу в релятивистских теориях, выбросив оттуда сам эфир. Но ведь если эфира нет, то и формула объяснения не нужна, верно? Но это лишь начало. Квантовые физики и релятивистская теория совершенно не собиралась отпускать формулу сокращения длины Лоренца. Одна за другой начали плодиться мысленные теории, одна причудливее другой, основанные на признании факта этого сокращения. Например, парадокс Эренфеста. В частности, в 1909 году немецкий физик-теоретик Пауль Эренфест продемонстрировал мысленный эксперимент. Представьте себе некий диск, который вращается со скоростью света или близко к ней. В этом случае, чем дальше от центра вращения находится поверхность диска, тем быстрее она вращается, а поскольку при околосветовых скоростях начинает работать это самое Лоренцово сжатие, то размер окружности будет меньше, чем ее длина, а значит и число π будет меньше. Но это же невозможно и лежит за гранью понимания. На мой взгляд, это было прямое доказательство того, что Лоренцово сжатие не существует. Это был великий стёб над Лоренцем. Но и это ученые-теоретики приняли как факт, обозвали парадоксом Эренфеста и присовокупили к нарастающему кому квантовых и релятивистских парадоксов. Затем понятие «время» изнасиловали еще раз, заявив, что оно может двигаться по-разному. Самый известный пример породил наш любимый Эйнштейн, и называется это парадоксом близнецов. Тот самый прожеванный насквозь парадокс, где одного близнеца отправляют со скоростью света на ракете к звездам, а второй сидит на Земле.
А поскольку на скорости света время якобы останавливается, да-да, благодаря Лоренцову сокращению в том числе, то близнец, вернувшийся из сверхсветового полета на Землю, останется молодым, тогда как второй к тому времени уже умрет от старости. Далее последовал еще один парадокс – парадокс дедушки. Фантасты 1930-х годов обратили внимание, что если путешествия во времени возможны, то что если человек отправится в прошлое и убьет там своего дедушку в молодости? Значит, дедушка не встретится с бабушкой, у них не родится дочь или сын, и они тоже не родят того, кто убил дедушку. На мой взгляд, этот парадокс еще раз упрямо доказывает, что путешествия во времени невозможны. Через 20 лет развитие этому парадоксу дал Рэй Брэдбери в своем рассказе «И грянул гром», а сам эффект получил второе название как «эффект бабочки». Казалось бы, ученые должны быть самыми разумными существами на планете и принять этот аргумент как доказательство, что они в чем-то ошибаются. Но и тут нет. Вместо этого в 1980-х годах ученые провозгласили принцип самосогласованности Новикова, при котором все события со Вселенной самосогласуются, и внук никогда не встретит дедушку или не убьет его, или случится еще что-то, что все исправит. А пусть тогда они самосогласуются, и ничего славного тогда не будет. Будьте внимательны. Мысленные эксперименты ученых – это наука, а мысленные эксперименты и аргументы неученых не научны, даже если логичны. Не перепутайте. Если логика доказывает невозможность чего-то, мы придумаем петли времени, парадоксы близнецов, принципы самосогласованности и прочие квантовые чудеса. И все это будет научным. Мы не фантазируем, мы придумываем законы природы. Далее открытия последовали одно за другим, как из рога изобилия. То там, то сям начали обнаруживать свидетельства замедления времени. Особенно любят приводить в пример спутниковую навигацию. Ведь действительно, на навигационных спутниках, находящихся на большой высоте над Землей в космосе, время действительно идет по-другому. И его приходится постоянно синхронизировать. Железобетонный аргумент. Время зависит от скорости. Чем выше скорость в трехмерном пространстве, тем медленнее время, как четвертое измерение. У фотона, движущегося со скоростью света, время останавливается совсем. Время зависит и от гравитации. Чем выше гравитация, тем сильнее замедляется время. В черных дырах оно вообще останавливается, так же как и на скорости света. А если время напрямую зависит от гравитации и скорости, то оно не может быть полноценным пространственным измерением. Или мы что-то понимаем не так. Особенно странно получается с черными дырами. Если из-за гравитации свет не может покинуть черную дыру, значит время фотона должно ускориться до предела, ведь он больше не мчится со скоростью света. Но гравитация черной дыры все равно останавливает время. Бедный фотон. Куда бы ни попал, время для него всегда стоит, даже если он сам не движется. Так вот, еще раз повторю. Все эти эффекты, парадоксы и утверждения релятивистской теории и квантовой физики держатся на мысленных предположениях Лоренца, созданных только с одной целью – каким-то образом обосновать неудачность эксперимента Майкельсона-Морли по поиску эфира. То есть, признавая эти релятивистские эффекты, мы автоматически признаем существование эфира. Но как же эффекты ускорения времени на спутниках? Замедление времени на гравитационных объектах типа Земли, Солнца? Это ведь железобетонный аргумент, неоднократно проверенный опытным путем, использующий эти эффекты на практике в повседневной жизни. А на самом деле все очень просто. Лоренц запутался в своем стремлении найти эфир и принял изначально чуть-чуть неверные исходные данные, так же как и Майкельсон и Морли и все последующие исследователи, например, Ацуковский. И все это благодаря формулировке Рене Декарта, который, собственно, и придумал определение светоносного эфира. И вместо того, чтобы поменять принцип поиска эфира
поменять само понимание эфира, Лоренц начал придумывать костыли. Придумывать новые сущности, которые, как известно, бритва Оккама категорически не одобряет. В моих прошлых фильмах, например, в фильме, который так и называется «Что такое эфир на самом деле?», буквально на пальцах показывается, как можно решить все эти парадоксы, как замедление, ускорение времени и его связь со скоростями и гравитацией, не прибегая к созданию новых квантово-релятивистских сущностей. Но если вам лень искать и смотреть, то расскажу в двух словах. Во всем виновата скорость реакции. Ведь мы измеряем время по скорости прохождения той или иной реакции. Например, в атомных часах по количеству колебаний атома цезия. Но кто сказал, что в открытом космосе, в зоне с меньшим влиянием земной гравитации, количество его колебаний в секунду ровно такое же, как и на Земле? Конечно же, оно другое. Только почему ученые вместо этого очевидного вывода, что сами реакции проходят с другой скоростью, решили, что они делают это именно из-за замедления времени? Есть и другие, более простые объяснения. В общем, если интересно, посмотрите фильм, там намного подробнее и нагляднее. А мы продолжаем. Итак, как видите, всего лишь одна неправильно или криво сформулированная гипотеза может привести к полному бардаку во всей физике. И хотя формулы позволяют вычислить некоторые зависимости, которыми мы можем пользоваться, это не значит, что мы понимаем сам процесс. Да, большинству физиков это и не надо. Они откровенно и в открытую говорят, что попросту угадывают, подгоняют эти формулы. В физике ничего не доказывается. Ни один физический закон нельзя доказать как математическую теорему. Он не является теоремой, он является угаданным, эффективным способом действия. Да, она познаваема отчасти потому, что простые законы, простые правила, угаданные, неплохо ее описывают. Спору нет, мы делаем подгонку. Мы говорим, давайте будем считать, что вот во Вселенной вот было водорода столько-то, он был вот так-то вот раскидан, у него были, может быть, где-то были сгустки, но в среднем было вот так. Вот вы как хотите, а лично мне такое признание говорит только о том, что современная физика ни черта не понимает в устройстве Вселенной. Думаю, я уже достаточно утомил вас долгим предисловием, и уже пора наконец объяснить, что такое время на самом деле. Итак, начнем с того, что мы имеем 3 пространственных измерения. Они абсолютно равноценны и равнозначны, поэтому неважно, какое из них первое, какое второе, какое третье. Можно назначить им номера по своему вкусу. Суть от этого не поменяется. Первое измерение, допустим, будет x, или длина. Оно представляет собой бесконечно длинную, бесконечно тонкую, идеально прямую линию. И в ней есть только 2 направления – направо и налево, больше никуда. Если же создать точно такую же линию, перпендикулярную первой линии, и расширить первую на длину второй, то получится бесконечная плоскость. Это будет второе измерение, позволяющее передвигаться уже не только направо и налево, но и вперед и назад. Если провести еще одну такую же линию, перпендикулярную первым 2, то мы получим третье измерение, позволяющее передвигаться еще и вверх, и вниз. Это база, которую знают даже школьники. Однако взгляните на эту схему еще раз. Вас ничего не напрягает? Мы с вами начали свой отсчет от первого измерения, которое представляет из себя бесконечную линию, а затем расширяли ее в 3 направлениях. Но здесь есть нюанс. Если пойти по нашим рассуждениям назад, то первое измерение, первая линия не могла появиться ниоткуда. Она тоже является расширением предыдущего измерения, нулевого, то есть точки. Точки, из которой эти самые линии измерения начинают свой путь. Но эта точка неизмерима, видимо, потому ее и не считают. Но это неверно. Эта точка изначальное, самое первое измерение и есть время. Именно с началом времени, с началом его движения и появилась Вселенная. Именно ее течение, ее ход, ее существование позволяет остальным 3 пространствам расширяться.
Прочие пространства как раз и появляются из расширения времени на другие плоскости. Именно оно позволяет предметам перемещаться в пространстве. Именно она является необходимым измерением, без которого следующие три просто не существуют. Потому что все остальные пространства – это расширение проекции времени по осям x, y и z. Мы не видим и не можем увидеть эту точку. Это тот самый несуществующий ноль. Она неизмерима, но ее ход оказывает влияние на всю Вселенную. Ход из прошлого в будущее. Таким образом, получается, что мы живем в полноценном четырехмерном пространстве. Именно пространстве, а не континууме пространства-времени. Какая мелочь. Просто произнести иначе. Но это самое иначе меняет буквально все. Все квантовые химеры исчезнут. Больше не будет никаких параллельных миров и дополнительных измерений. Больше нет никаких путешествий во времени. Это измерение движется лишь в одном направлении. Его пульсация и есть ход времени. Больше нет эффектов замедления или ускорения времени. Просто процессы идут с другой скоростью, и виновато в этом не время, а эфир, который убрали со сцены, заменив его действие действием времени. Большой взрыв, породивший нашу Вселенную, который неизбежно должен был быть, который математически неизбежен, который породил всю нашу Вселенную из одной точки. Знакомое определение? Наверняка каждый задумывался, а как Вселенную можно было стянуть в одну точку? И ни один физик не мог и до сих пор не может на это вменяемо и адекватно ответить. До сих пор. На самом деле все просто. Эта самая точка, из которой родилась Вселенная, это и есть начало первого измерения времени. Той самой точки, с которой начались другие измерения. Это не был взрыв. Думаю, его никогда и не было. Просто математика показывает, что кроме трех привычных измерений должно быть первое. И оно было точкой. И все пространство было стянуто в эту самую точку. Просто потому, что ее движение, ее пространство не в трех привычных измерениях, а во времени. Она никуда не девается, нигде не находится. Она одновременно везде. Больше нет квантовых эффектов, больше нет парадоксов Эренфеста, нет дополнительных квантовых сущностей. Все можно описать классической физикой и геометрией. Просто мы живем в полноценном четырехмерном мире, а не в трехмерно-пространственно-временном континууме. И в этом мире есть эфир. Получается, больше нет чудес. Или кто-то на протяжении многих лет старательно уводит нас от них в сторону тупиковых пустых фантазий, и мы просто не там их ищем. А пусть тогда они самосогласуются, и ничего славного тогда не будет. Данное утверждение логично только в том случае, если время состоит из отдельных моментов. Я знаю только одно. Наука — это то, что ученые считают наукой. Гипотеза считается проверенной, если ученые считают ее проверенной. Гипотеза подтверждена, если ученые считают ее подтвержденной.